Свинцовое небо над небольшим городком в штате Массачусетс казалось настолько низким, что, вытянув руку, можно было коснуться его тяжелых, разбухших от влаги брюх. Октябрьский дождь не шел, он сёк. Мелкая ледяная водяная пыль вперемешку с крупными каплями закручивалась в сумасшедших вихрях под порывами сырого ветра, залетавшего прямо с Атлантики. Этот ветер проникал, казалось, сквозь любые преграды, сквозь шерстяные шарфы, стеганые пальто, кожаные ботинки и плотные джинсы, добираясь до самых костей и заставляя людей сжиматься в плечах, прятать лица в воротники и судорожно ускорять шаг. Улица была похожа на парад серых зонтов, которые гнулись и выворачивались наизнанку под ударами стихии. Асфальт блестел, отражая редкие вывески магазинов, а вдоль бордюров текли бурлящие потоки темной, холодной воды. Кристин Холли стояла под дырявым навесом автобусной остановки, попытки укрыться под которым были скорее жестом отчаяния, чем реальной защитой. Капли регулярно капали ей за воротник, вызывая невольную дрожь. Девушка переступала с ноги на ногу, пыталась согреть дыханием замерзшие пальцы в тонких перчатках и без конца посматривала на экран смартфона, где красная точка автобуса застыла в безнадежной пробке на въезде в город. «Еще 15 минут», — мысленно вздохнула Кристин, глубже пряча нос в шарф. Чтобы хоть как-то отвлечься от пронизывающего холода, она начала разглядывать редких прохожих. Именно тогда в поле ее зрения попала эта пара. Из-за угла дома быстро вынырнула женщина лет 40. На ней была синяя балоньевая куртка, сумочка через плечо и промокшие насквозь джинсы. В одной руке она сжимала плотную пухлую папку с документами, которые изо всех сил пыталась закрыть от дождя, а в другой — натянутый поводок. На другом конце поводок дергал средних размеров пес, беспородный метис с коротким палевым мехом, смешными лопоухими ушами и глазами-пуговками. Было очевидно, что день у женщины задался не с утра. Она явно куда-то опаздывала, суетилась, нервно поправляла сползающую сумку и попытки бежать сопровождала короткими командами. Но пес, не понимая всей серьезности момента, явно мешал. Он то останавливался, чтобы обнюхать какой-то угловой гидрант, то спотыкался на скользком асфальте, то закручивался вокруг ног хозяйки, едва не сбивая ее с ног. «Ну же, Бадди, пошли, пожалуйста, мы не успеваем!» — донесся до Кристин сорванный женский голос, потонувший в шуме ветра. Целью женщины оказалось небольшое кирпичное здание местной почты. Натянув поводок, она почти взбежала по ступеням к тяжелым стеклянным дверям. Но едва ее рука коснулась ручки, двери распахнулись, и выходящий клерк в форменной рубашке строго указал пальцем на яркую наклейку на стекле. Перечеркнутый силуэт собаки в красном круге. Вход с животными был категорически запрещен. Женщина всплеснула руками. В ее жесте читалась крайняя степень отчаяния. Она посмотрела на часы, затем на закрывающуюся дверь почты, потом вокруг себя. Уходить было нельзя. Судя по всему, документы нужно было отправить немедленно. Не найдя лучшего выхода, она подбежала к металлическому столбу дорожного знака, стоявшему прямо у подножия лестницы почты, буквально в 5 метрах от остановки, где мерзла Кристин. Быстрыми, неловкими от холода пальцами женщина завязала поводок вокруг столба крепким узлом. «Я быстро, милый, я только отдам конверты назад, сиди здесь!» — крикнула она псу, погладила его по мокрой голове и снова бросилась к дверям. Оставшись один, пес провожал ее растерянным взглядом. А теперь представьте эту картину со стороны. Свинцовое небо, холод, от которого негде укрыться, ветер, который буквально валит с ног и выдувает последнее тепло, проливной ледяной дождь, стекающий по стенам зданий, и посреди этого погодного ада одинокая маленькая собака, привязанная короткой веревкой к голому металлическому столбу на пустой, продуваемой насквозь улице.
Кристин нахмурилась, наблюдая за этой связкой. Ей стало искренне жаль пса, но она понимала жизненность ситуации. Иногда людям действительно нужно забежать на пару минут туда, куда с питомцами нельзя. Прошло 2 минуты, потом 3. Дождь усилился. Вода ручьями текла по шерсти собаки. У пса не было пышного подшерстка, который мог бы защитить от влаги. Спустя еще минуту коротая шерсть намокла полностью, облепив худощавое тело животного. Пес сжался в калачик, поджав хвостик и прижав уши к голове. А затем он начал дрожать. Это была не просто легкая дрожь от нетерпения. Собаку колотило крупной мелкой дрожью всем телом от носа до кончика хвоста. Он переступал дрожащими лапами по ледяной луже, в которой стоял, и издавал тихий, едва слышный за порывами ветра тонкий писк, полон непонимания и замерзания. Каждый новый порыв ветра заставлял его сжиматься еще сильнее. Кристин почувствовала, как у нее сжалось сердце. Девушка сделала шаг вперед из-под навеса остановки, намереваясь подойти к собаке, отвязать ее или хотя бы загородить собой от ветра. Ей казалось невероятной жестокостью оставлять животное в такой шторм, пусть даже на несколько минут. Внутри нее уже поднималась волна праведного гнева на беспечную хозяйку. И в этот самый момент стеклянные двери почты резко распахнулись. На порог выскочила хозяйка. В руках у нее по-прежнему были бумаги, но лицо выражало глубочайшую тревогу. Судя по всему, глянув в окно из помещения или просто осознав, насколько затягивается очередь у окошка, она поняла — быстро решить дело не получится, а снаружи разразилась настоящая буря. Женщина не просто вышла, она выбежала на улицу, перепрыгивая через 2 ступени. Дождь тут же ударил ей в лицо, мгновенно вымочив волоски на челке, но она даже не зажмурилась. Она бросилась прямо к своему питомцу с таким выражением лица, будто там, у столба, решалась судьба всего мира. Она подбежала к собаке и опустилась перед ней прямо на колени, прямо в грязную ледяную лужу на асфальте, совершенно не заботясь о своих промокших джинсах. «О, Боже, Бадди, извини меня!» — запричитала она. Женщина застыла секунды на 5. Это была пауза абсолютного колебания. Было видно, как в ее голове проносится вихрь мыслей. Забрать его с собой? Не пустят. Бросить дела? Нельзя. Оставить так? Невозможно. И тут она сделала то, чего Кристин никак не ожидала. Не обращая внимания на струи ледяной воды, льющие из-за ворот, женщина расстегнула молнию на своей собственной синей балоньевой куртке. Одним быстрым, привычным движением она сбросила ее с плеч, оставшись на пронизывающем ледяном ветру в одной тоненькой, моментально намокшей трикотажной ковтенке. Она аккуратно, с невероятной нежностью взяла куртку и накинула ее на дрожащую спину пса. Куртка была велика ему, но женщина умело обернула полы одежды вокруг животика собаки, укутав его, как младенца, в теплое одеяло. Собака удивленно подняла мордочку. Женщина уже поднялась и сделала 2 шага обратно к дверям почты. Она была вся мокрая, ее пробирал оголенный холод, губы начинали синеть. Но уже пройдя половину пути до ступеней и почти взявшись за ручку двери, она вдруг резко остановилась. Она повернулась, посмотрела на пса и нахмурилась. Куртка сидела неплотно. Ветер мог легко поддувать снизу и сдуть легкую ткань. Женщина вернулась, снова встала на колени перед собакой в лужу. Она бережно подогнула края куртки под брюшко пса, соединила края молнии у него под грудью и аккуратно, чтобы не защемить шерсть, застегнула молнию снизу вверх до самой шеи. Затем она расправила капюшон, прикрыв им уши животного от прямых капель дождя. Теперь пес выглядел комично, но невероятно уютно. Взрослый балоньевый пуховик сидел на нем, как непромокаемый спальный мешок.
Внутри куртки сохранялось тепло человеческого тела, а плотная ткань надежно защищала от лютого ветра и проливного дождя. Дрожь в теле пса постепенно начала утихать. Он ткнулся мокрым носом в ладонь хозяйки и тихонько вильнул хвостом. «Вот так, малыш, теперь тебе тепло, я быстро», — шепнула женщина, поцеловала его в нос, поднялась и, уже не обращая внимания на то, что сама промокла до нитки и дрожит так, что зуб на зуб не попадает, быстро побежала в теплое здание почты. На улице остался только пес в синей куртке, тихо сидящий у столба, и проливной дождь. Кристин стояла на остановке и чувствовала, как по ее щекам течет что-то горячее. Это был не дождь. Девушка просто не смогла сдержать слез. Вся та злость и осуждение, которые зародились в ней пару минут назад, моментально испарились, уступив место невероятному, щемящему чувству тепла прямо посреди этого ледяного осеннего хаоса. В мире, где люди часто проявляют эгоизм и равнодушие, где так легко пройти мимо чужой боли, эта безымянная женщина только что совершила маленький, но поистине великий акт любви. Она, не задумываясь, отдала свое тепло, комфорт и здоровье тому, кто полностью зависел от нее и не мог попросить о помощи. Кристин вытерла слезы перчаткой, улыбнулась и сделала шаг из-под навеса. Она подошла к привязанному псу и села перед ним на корточки, загораживая его своим корпусом от особо резких порывов ветра. «Привет, парень», — тихо сказала Кристин, погладив торчащий из капюшона нос. «У тебя самая лучшая хозяйка на свете, ты знаешь?» Пес облизнул ее палец и уселся поудобнее в своей огромной синей куртке. Когда через 10 минут подошел долгожданный автобус, Кристин даже не подумала в него сесть. Она осталась стоять рядом с собакой до тех пор, пока из дверей почты не выбежала сияющая, хоть и замерзшая до синевы хозяйка. Они обменялись с Кристин теплыми улыбками, без лишних слов, ведь все и так было понятно. В тот день Кристин все-таки опоздала на работу и сильно промокла. Но впервые за долгое время ей было абсолютно не холодно. Тепло, зародившееся на той сердитой, залитой дождем улице Массачусетса, согревало ее изнутри еще очень и очень долго.